Привет. Я вообще-то надеялась, что ты мне руку подашь. Здрасте. А что за удивление в глазах? Виктория. Конечно. Евгений? Ну, да, просто как-то немножко странно. А что странно? Я не очень хочу вас там, ну, как-то, может быть, обидеть, не обидеть, но на аватарке фотография другая. Какая другая? Такая же самая? Какая-то другая. Ну какая? Вот смотри, прическа. Это подружка, что ли, ваша? Почему я? А что там так? А что не так? Ну, на фотография аватарке? просто на аватарке как-то немножко отличается в годах. В годах? Да. Не знаю. Ну, может, немножечко Что? времени прошло. Дайте я просто открою, мне даже Ну, интересно. открой, Мне сравни. даже интересно. Я даже вас на «ты» боюсь назвать. Да ладно, ну что ты? Да? Да. Зато я не боюсь тебя на «ты» назвать. Ну, да. Ну, сравни, ну что там? Ну, глаза похожи, но просто А прическа? какого года Ну, прическа хорошо, а какого года фотография? Ну, может... Нет, я не могу сказать тебе, какого года точно. Ну, Но это моя вам любимая здесь лет фотография. 25. Да, ну, это моя любимая фотография. Ну, вам здесь лет 20. Ну, хорошо, 7. Ну, Вот. серьезно. 28. 28? Да. Угу. Понятно. А что не так, кто не так? Просто, ну, вы поймите, что... Вы представляете, вы идете, не знаю, там, в Авито, вам показывают щенка добермана, да? Да. Да, добермана. Вы приходите, а там баллонка, и вы такие, типа, а как так-то? Говорит, вы знаете, баллонка просто... Ой, доберман просто симпатичней, моложе, а баллонка просто вот нам надо как бы продать ее, поэтому мы как бы вот так... Я не хочу вас обидеть, но просто надо... Ну, давай, может, все-таки на «ты», так проще. Блин, у меня язык не поворачивается, но я попробую. Давай Ну, на попробуй. «ты», Виктория. Ну хорошо, подожди, а вся эта история про бизнес, про 10 квартир, про сдачу, это все правда? Да, конечно. Или это тоже как фотография, Это- было 10 лет назад? Нет, 20? с этим все в порядке. У меня свой бизнес. Вот. Папочка вот- передал. А, ну вот вы, Да. можно модным словом рантье назвать, да? То есть вы сдаете Да, недвижимость, да? да. Вы, Сама опять живу. вы, давайте сейчас я на «ты», давай на «ты». Я не знаю, у меня пока Соберись. какой-то... Да, мне Соберись. нужно собраться. Соберись, тряпка! Да. Да, ну, Да. значит... Да, у меня свой бизнес. У меня 10 квартир, причем в хороших районах города, престижных. Вот сейчас в новостройках очень много. Сейчас популярное слово апартамент. О, понятно. Папочка передал кое-какие дела. Ага. Вот, у меня все отлично. Ну, Могу там, не работать, ну там, себе позволить. я понял, ну там А у тебя как? не внуки живут, да? Нет внуков. А, нет? У меня Хорошо. взрослые дети, но внуков нет. Я понял, хорошо. А ты чем занимаешься? Я смотрю, у тебя как бы такой тоже слегка потрепанный вид, чем на аватарке. Сейчас тоже посмотрю. Потрепанный вид. Да. Ну так, легкая небритость. Легкая небритость. Да, ну смотри, ладно, раз уж пошла такая прянка, режь последний огурец. Я тебе скажу тоже, знаешь, вот ты пришла, да, фотографии у тебя там немножко, ну скажем так, немного... Не последней давности. Да, немного отличаются по времени. Знаешь, у меня тоже есть нюанс один. Я сейчас, к сожалению, нахожусь в такой негативной фазе именно по финансовому состоянию. У меня был бизнес, Что в связи с случилось? пандемией он квакнулся, у меня было несколько ресторанов, ну не несколько, это 2. Вот, соответственно, пандемия подкосила вообще жестко, и сейчас, короче, эти QR-коды вводят, и я понимаю, что я не вывезу, я их просто закрыл. Помещения были не в собственности, вот, и я уже Знакомо. полтора месяца разгребаю долги и живу в коммуналке, снимаю 9-метровую, как бы это жестко не звучало, 9-метровую? 9-метровую комнату, где стоит кровать, шкаф с клопами. Так. И соседи очень асоциальной и шумной наружности. И как давно? Полтора месяца. Полтора месяца? Да, поэтому... Что ты как-то быстро ты переехал? Так все быстро сгорело за полтора у месяца. нас, конечно. Так у нас, понимаешь, у нас в гору идешь долго, а с горы летишь очень быстро, понимаешь? Ну, это да. Это как
возраст, понимаешь? И То есть ты сначала молодой, а потом хлоп-хлоп-хлоп, и ты уже не молодой. Ты мне это рассказываешь. Ну, я на всякий случай тебе параллель просто провожу, понимаешь, да? То есть сначала ты смотришь фотографию, которая после фотографа получилась, она молодая, а потом проходит так вот, и ты уже как бы получаешь фотографию не сильно молодую. Повезло мне, конечно. Да. Я-то тоже рассчитывала, что увижу Что? импозантного. Импозантного? Да, самодостаточного мужчину. А здесь-то оказывается... Самодостаточно — это намек на мое финансовое положение, да? Конечно, ты же тоже намекаешь мне кое-какие намеки. Слушай, давай будем уже честны, в конце концов, друг с другом. Хорошо, давай будем честны друг с другом. Смотри, у тебя есть возможности. У тебя есть возможности. У меня сейчас возможностей нет. Так. Ну вот, но что я могу тебе предложить? Что я могу тебе предложить? Что ты можешь мне Что я могу тебе предложить? Есть у меня один талант. Интересно. Есть у меня, конечно, недостатки, мы сейчас их выяснили. Это легкая небритость, это отсутствие денег, да? Отсутствие вот. Но ты знаешь, какая история? Знание этикета. А то, что я тебе дверь не открыл? Конечно. А что? Мы встретились, мы так хорошо общались с тобой на сайте знакомств. Угу. Была какая-то симпатия первоначальная. Да. И вообще это как бы это по умолчанию. Просто у меня симпатия была немножко с тобой в прошлом, понимаешь, как вот какая история. Давай не будем сейчас об этом. Мы все поняли, всем все понятно. Хорошо, смотри. Давай предложение. Да, смотри, значит, есть вот люди, они как друг с другом начинают взаимодействовать и создавать семьи, там. Люди, они как пазл. Угу. Многим кажется, что люди, скажем так, соединяются ввиду очень многих точек соприкосновения. То есть одинаковые интересы, там какие-то, может быть, одинаковая национальность, одинаковое место жительства, там, ну, я имею в виду по региону, да. На самом деле это не так. Люди — это как пазл. То есть они соединяются тогда, когда в том месте, где ничего нет, у человека происходит замещение другим человеком. То есть, если, например, вот у одного человека очень яркое чувство юмора, у другого человека не очень яркое чувство юмора. Они в этот пазик в пазик. Тихо, спокойно, сейчас расскажу. Пазик в пазик, да. И мы с тобой можем, смотри, у меня нет денег, у тебя есть. Понимаешь, да? Квартиры. Мне нет где жить, а тебе есть где жить. Само собой, да. Вот. И давай, может быть, мы начнем с того, что я, может быть, как-то воспользуюсь одной из твоих квартир, например. Не поняла. Как это? Ну, я как-то, мы с тобой будем взаимодействовать каким-то образом, да, как мужчина и женщина, а я, соответственно, перееду, и ты, может быть, мне подаришь квартирку. Ремонт? Я не умею делать ремонт. Нет, ты просто мне подаришь квартиру. Например. А я подарю? На каком таком, простите, основании? Я тебе подарю квартиру. Мальчик, ты кто? Ну, подождите. Опять подождите. Вы видите, что вы со мной делаете? Подожди. Значит, мальчик, опять же, вот я же говорю, у мальчика есть один талант. Какой? Вот. Я все жду, когда же я услышу этот... Мальчик просто является феерическим, нереальным, божественным, просто неугомонным и всеми желанным любовником. Да ладно? Да. Чем же ты берешь всех? Ну, есть, так скажем, весь список. Размеры обаяния. Размеры обаяния соответствующие. Интересно, я не видела или не знаю, что ты чем меня можешь удивить. Есть рекомендации. Рекомендации? Конечно, есть рекомендации, причем их достаточно много. Определить можешь? И если бы мы сейчас могли посмотреть, как я записан в телефонах у других, ты еще и записан в телефоне. То я там записан. Женя 25, а в скобочках 7 звезд. А это сколько в сантиметрах? 28, думаю. Oh, you touch my tra-la-la. 7 звезд. 7 звезд, Ну хорошо, давай предъяви мне. Вот если предъявишь хотя бы одну рекомендацию. Хотя бы одну звезду? Да. Я просто боюсь, что история какая, да? Я понимаю, что у нас идет сейчас какая-то рыночная торговля, там, я все понимаю, я понимаю, но я же, опять же, вот я же в прошлом хотя бы, я бизнесмен и интеллигент, я же не могу прямо здесь показать свою рекомендацию. Давай мы сделаем так, мы поедем к тебе на одну из квартир, а если она там, может, не свободна? Нет, любую, я готов на любую квартиру, и там я тебе покажу вообще все. Но я там останусь, то есть мы сначала заедем в коммуналку, я заберу шмотки,
Мы заедем туда, и я тебе отвечаю, я тебя завалю рекомендациями. Я тебе так скажу, ты даже хуже видеть будешь, когда увидишь мою рекомендацию, понимаешь? Ослепнешь просто на время, Думаешь, я не понимаешь? видела таких рекомендаций? Мне Я нужно- не знаю. Ты не понял. А что? Мне Что? кандидатку бывшую, которая вот может сказать, да, Да они в больницах все ходить не могут, у них с ногами проблемы, понимаешь? Давление вот так вот штырит, они в бреду повторяют «Женя, Женя», вот так, а все только ходят и думают, что за Женя, что за Женя. Так все и было, думаешь, серьезно. один уникальный. Блин, давай мы сначала вернемся к твоим квартирам. Моим квартирам. Да. Ну вот я и хочу вернуться, я хочу, может, чтобы- начала перебирать, какую тебе квартиру. Вот. Но А что? просто так я не могу согласиться. Ты голословен, понимаешь? Нет никаких картинок, нет никаких девушек. Как я могу поверить? Это все понятно. Я тебя вижу первый раз в жизни. Это все понятно. Но Вижу потрепанная курточка. Вижу это. со мной проще гораздо. Ну, Я тоже не вижу твоих квартир. Давай мы приедем на квартиру. Я прям, смотри, сниму с себя все недовольство сниму. Достану из потайного кармашка Неплохо. рекомендации. Плохо будет, но от удовольствия, понимаешь? я хочу, чтобы мне было хорошо. А я ты мне хочу предлагаешь хочу квартиру. плохо. Очень. Таких удовольствий у меня знаешь сколько? Может Сколько? быть и есть. У меня есть удовольствие, но я другого искала. Ты мне Другого еще. квартиру подаришь? Квартиру? Пока нет, пока я не готова тебе подарить квартиру. Викочка, можно я буду тебя называть Викочка? Уже Викочка? Викочка. Однако. Викусик. Однако. Викусик, мне правда тяжело сейчас и негде жить. Давай, может быть, хотя бы мы начнем, а там посмотрим. Женечка, Да. мальчик мой, А что? ты немножечко не по адресу. И вот совет. Если ты такой обаяшка, такой милашка, и столько в тебе достоинства 25-сантиметрового, Так. если ты не преувеличиваешь, не обман. Нет. Тогда, слушай, может, тебе все-таки в другом месте, я знаю одно дело, к которому вот точно ты подойдешь. Ну давай. Порнофильм. Там твои качества пригодятся. И там ты сможешь с легкостью заработать не на одну квартиру. Да? Да. Желаю счастья. Чао. Такой лакомый кусочек ушел, да? Ах, я аж весь... Я зачуханный, легкая небритость, а из меня прям все это... Ну, не знаю. Не знаю. Ну, может быть, не 25, конечно. Если только, может быть, в банку с пчелами засунуть, может быть, тогда ситуация как-то в большую сторону поменяется. Но суть не в этом. Суть в том, что она даже не посмотрела. Вот что с людьми жадность делает, да, и 10 квартир. А я бы мог заселить эти квартиры еще одними небольшими детьми, не взрослыми. Но мы уже об этом не узнаем. Хотя, вы знаете, после ковида, после этой болезни, я чувствую, что силы стали немного покидать меня. А когда я посмотрел на Викторию, которая реально на фотках в 2 раза моложе, я понял, что, возможно, силы ко мне и не вернутся. Но если бы она все-таки предложила мне хату, я думаю, что дорогу в аптеку и знаменитую таблетку компании Pfizer я бы приобрел. А вы мне напишите, друзья мои, да что вы готовы ради хаты и, ну скажем так, немолодых женщин. И был ли у вас такой опыт? У меня, кстати, один разок такая история была, но я удержался. У меня была женщина в 2 раза старше меня, с возможностями, вот, которая меня завлекала этими возможностями. Но я был молод, глуп и думал, что я сам всего достигну. И уже сейчас я бы имел 25 миллионов долларов на счету. Ладно, пишите, что делать, как быть. Ну это ж наедалово было, правильно? Наедалово. Ну а как? Если ты обманываешь, будь готова субсидировать обман. Пишите. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Теперь не забудь нажать вот сюда, и срубить бабок на новой схеме онлайн-игры, пока она работает и ее не прикрыли. Кликай прямо вот сюда.
и не упускай такую возможность. Всем спасибо, всем пока.